Друзья, всем привет! Вы знаете, на днях президент Беларуси Лукашенко, точнее, узурпатор Беларуси Лукашенко, заявил, что в Беларуси искусственный интеллект создавался еще с 1960-х годов. И, мол, это не новая разработка, мы давно об этом думали. Но знаете, самое печальное здесь то, что он сказал это бесконтекстно. И просто решил переписать историю под себя и сказать вещи, которые выгодно и приятно слышать ему. Но на самом же деле реальность такова, что идеи искусственного интеллекта и правда зародились в середине 20 века, а то и раньше, авторами прошу прощения, авторами научно-фантастических произведений, такими как Артур Кларк, Айзек Азимов, писавшими о мультиваке, микроваке, моделях, подобных современным нейронным, о мультиваке, о микроваке. Это реальные книжные названия суперкомпьютеров, выполнявших анализы, которые могли ответить на ваш вопрос в течение нескольких минут, или не могли, писали, что для операции недостаточно данных. Вот. Але Лукашенко об этом не знает, как и многие те, кто не читал фантастики, зарубежной фантастики американских писателей, таких как тот же самый Артур Чарльз Кларк, Айзек Юдович Азимов, Роджер Желязный. Понимаете, то, что их объединяет, это безнравственность и то, что они не сведущи в технологиях. А ведь можно быть сведущим в них, всего лишь почитав книги. И это меня поразило, ведь просто Лукашенко попал в цель. Только прообразы этих идей искусственного интеллекта стали не современный нейронный хайп и белорусская открытость к сервисам. В Беларуси, правда, заблокированы меньше сервисов, чем в России. Можете проверить, приедете в Беларусь, откройте Инстаграм, откройте Твиттер, это все там будет работать. Хотя будет заблокировано много таких вегетарианских по сравнению с бастующими, с протестующими каналами, то есть совсем не радикальных, просто людей с мнением, немного отличным от государственной повестки. К чему я веду? Писатели зарубежные и правда были очень прозорливыми, но проблема в том, что среди них могли быть белорусы, но большинство из них были американцами или репатриантами. Вот, например, Роджер Желязный был, если я не ошибаюсь, поляком. То есть близко подошел Лукашенко, но не совсем. На этом у меня все. Если вы хотите еще услышать мои дискуссии, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Я сейчас, как видите, опять на чужбине. Мне нормас, але, конечно, хотелось бы в Беларуси побывать. Я сегодня вот в такой как раз футболочке. Это крупнейшие города Беларуси. Здесь есть Минск, Гродно, Витебск, Пинск. Так что вот Могилев, Гомель. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на меня, я буду на связи. Буду рассказывать вам также про фантастику, про этих детков у власти, которые не могут даже Кларка с Азимовым почитать. И если вам близки мои шутки, я буду, если вы не против, добавлять видео-мемы. В Твиттере много мемов про мои веснушки.
про мои кудри, тоже про меня. Я в целом не запрещаю надо мной прикалываться, главное, чтобы не зло. Всех обнял и до новой встречи.